Брюс Беннер с виду обычный человек, однако он обладает невероятной способностью превращаться в Халка, огромного разъяренного монстра. Сцены, где он это делает, по-настоящему эпичное зрелище. Но в рамках этой подборки мы вспомним не только моменты с ним, вас ждут и лучшие трансформации подобных ему героев. Мерзости, Женщине-Халк и Красному Халку тоже есть что нам показать. Что ж, не будем медлить, давайте начнем. Первым нас встречает фильм 2003 года со сценой, где через некоторое время после получения суперсилы Брюс Беннер испытал ярость, и та спровоцировала выход Зеленого наружу. А кто-нибудь из вас видел, как выглядят сцены из старых телевизионных проектов? Это моменты, где крупным планом рвется одежда, и мы видим уже другого актера, не сыгравшего Беннера. Речь о бодибилдере Лу Ферриньо, которого красили в зеленый цвет. Быть может, в свое время эти сцены смотрелись круто, но сегодня они выглядят забавно. Представьте, в каком восторге были олдовые фанаты, которые после таких трансформаций получили то, что и в комиксах. Превращение не в покрашенного в зеленый цвет актера, а в настоящего эпичного монстрило. Особенно в этом фильме мне нравится сцена, действие которой разворачивается в доме Брюса. Глен Телбот, его знакомый, не знал, что при гневе ученый обращается в Халка, поэтому, придя к нему домой, позволил себе распускать руки. Это и привело к появлению Громадного, которое подано просто идеально. Не уходя от этого эпизода, вспомним еще одну крутоту. Встретив Буйного, бойцы генерала Росса применили огнестрельное оружие и тем самым вызвали еще одну трансформацию из просто Халка в еще более огромного. По всей видимости, дело в гневе. По мере его нарастания размеры этой версии персонажа становятся больше. Дальше по списку превращение из монстра обратно в человека. Незадолго до этого военные пытались остановить крепыша, но, несмотря на численное превосходство, боевую технику и упорство, их попытки были тщетны. Однако при появлении Бетти Росс, возлюбленной Брюса, ярость монстра утихла, и он стал человеком. Ты нашла меня. От фильма 2003-го переходим к сольнику в киновселенной Марвел. До того, как нынешний Брюс стал умным Халком, его жизнь осложняли непроизвольные превращения, возникавшие при учащенном сердцебиении. Можно сказать, триггеров трансформации было много. Погоди. Нет. Что? Нам нельзя. Мне нельзя возбуждаться. Первая трансформация в списке – та, незадолго до которой Брюс пытался оторваться от военных. Тогда он оказался в стеклянном переходе, и солдаты заблокировали выходы с обеих сторон. Следующее, что они сделали, это атаковали газовыми гранатами, надеясь, что цель уже попадет в их руки. Однако итог оказался иным. Как и военные, Брюс тоже не был в восторге от своих бесконтрольных превращений, а потому, желая положить им конец, обратился к ученому Сэмюэлю Стернсу. Последний же решился попробовать помочь, используя экспериментальную сыворотку. Но до того, как ее ввести, нужно было, чтобы Халк вышел наружу. А посему Стернс ударил Брюса током и таким образом вызвал трансформацию.
а затем в Громилу ввели сыворотку, за счет чего он стал прежним. Следующая сцена связана уже не с Брюсом Бэннером, а с Эмилем Блонски. Одержимый желанием обрести такую же непобедимость и силу, как у Халка, он обратился к Сэмюэлу. Тот имел образцы крови Брюса и после угроз Эмиля использовал ее, чтобы дать ему суперсилу. Это как раз та сцена, которая нас интересует. Тут он превратился в мерзость. Я это смогу исправить. А сейчас насладимся последним моментом с Брюсом Эдварда Нортона. Увидев, как мерзость терроризирует город, ученый подумал стать Халком, только он бы смог его одолеть. Но ранее от него же избавились. Или не избавились? Решив попробовать стать монстряком, персонаж спрыгнул с вертолета, рискуя разбиться насмерть. Но, к счастью, гибель его миновала. В последний момент он все-таки трансформировался. С этой картиной все, пора переходить к Мстителям. Сначала рассмотрим сцену, где Соколиный Глаз, находясь под гипнозом Локи, устроил взрыв на воздушном авианосце. К сожалению, экшен не обошел Брюса стороной, и его друг стал рваться наружу. И хоть Бэннер пытался себя контролировать, в конце концов Зеленый встал у руля. И, конечно, нельзя пройти мимо финальной битвы, в которой супергерои надирали пятые точки злых пришельцев. Как же круто смотрится та часть, где Халк одарил нас эпиком, а гигантского пришельца своим мощным кулаком. Самое время сейчас набраться злости. Я зол постоянно. Если говорить о Мстителях Эры Альтрона, то тут всего два момента. Вот первый. Черная вдова успокоила Халка, и тот прямо на наших глазах трансформировался в Брюса. Во втором же эпизоде трансформация происходит за кадром, но он тоже смотрится довольно круто. Так как снова для битвы требовалась груда мышц, Наташа вытолкнула Брюса с обрыва. А несколько секунд спустя, как ожидалось, появился Халк. С этого момента Зеленый довольно долгое время так и оставался зеленым. Если быть точным, то в течение аж 2 лет он был у руля, пока в фильме «Тор Рагнарёк» не наткнулся на запись Наташи. Этот эпизод нам и нужен. В нем, несмотря на сопротивление Халка, Брюс все-таки вернулся. Господи. Все нормально, Бэннер. Но самый шикарный момент в третьей картине о Торе – это, конечно же, момент ближе к финалу. Как и в фильме 2008-го, Брюс снова задумал спрыгнуть с большой высоты, чтобы появился Халк и поверг зло. Ты спрашивала, кто я такой? Смотри! Да уж, приземление вышло не таким, каким ожидалось. Но хорошо, хоть бедняга не разбился насмерть. А еще хорошо, что Халк все-таки порадовал нас своим эпичным появлением. А вот в картине «Мстители. Война бесконечности» ученый ни разу полноценно не превратился.
После явного поражения в бою с Таносом Халк больше не хотел выходить наружу. Видимо, он испугался мощи Титана или ему было стыдно за свой проигрыш. Но, кстати, один из режиссеров картины, Джо Руссо, считает иначе. По его мнению, причина в том, что здоровяк устал играть в героя ради Беннера. Ну да ладно, хватит теорий. Несмотря на вышесказанное, в фильме есть подходящая сцена для нашей подборки. Столкнувшись со злодеями, супергерои ждали помощи от Крепыша. Однако, увы. Подраться хочешь? Нет, не очень. Но когда меня кто спрашивает? Вот-вот. Давай, же, ну! Брюс, перед колдунами Прости, позоришь. я не могу. Все, с альтер-эго Брюса закончили. Пришла пора окунуться в сериал про его кузину Дженнифер Уолтерс, женщина-Халк-адвокат. Когда оба персонажа пострадали в автомобильной аварии, в организм героини попала кровь Беннера, за счет чего она обрела ту же силу, что и у него, принимать иную форму, куда более мощную. Эта сцена как раз таки включена в подборку. Тут произошло первое ее превращение. Однако ее халкоподобную форму здесь полноценно не показали, в отличие от следующей сцены в списке. Желая изучить Уолтерс, Брюс взял ее в свою лабораторию. Гнев, страх – все это триггеры превращения, и Беннер хотел определить ту грань, за которой оно начинается. Поэтому он использовал циркулярные диски, которые, приближаясь к Дженнифер, заставили ее трансформироваться. А через некоторое время оказалось, что в иной форме личность Дженнифер сохраняется. Ей не придется, как Брюсу, мучиться с альтер-эго. Также тут есть и другие халкоподобные персонажи, не только женщина-Халк. Это король Халк, укравший кровь главной героини, чтобы стать суперсильным, и Эмиль Блонский, момент с которым я взял в список лучших. Это я про эпизод, где проходило слушание по его условно-досрочному освобождению. Один из членов комиссии выразил опасение. Заключенный ведь бесконтрольно превращается в мерзость, кровожадного и яростного монстра. Однако Эмиль опроверг его слова, показав, что трансформации не бесконтрольны и что монструозна лишь его форма, то есть личность остается прежней. Согласен, часть с превращением выглядит уж больно простовато, однако результат этого процесса любопытно. Нетрудно заметить, что это не тот дизайн, что мы видели в картине 2008-го. Там он соответствует своему прозвищу, а здесь легкому и юмористическому тону сериала. Кстати, вопрос, какая версия персонажа вам нравится больше? Пишите в комментариях. А напоследок заглянем в недавно вышедший фильм про Капитана Америка. Нас интересует Тадеус Росс, президент США, который страдает от серьезных проблем с сердцем. Его спасали необычные таблетки, но и побочные эффекты у них тоже были необычными. Полноценно они проявились только во время одного из публичных выступлений, и это то, что нам нужно. Охваченный гневом, он стал превращаться в Красного Халка. Такие вот дела. А какая из таких сцен нравится вам больше всего? Пишите в комментариях. На этом все. До скорого!